Всем привет, с вами Юрий, студия Auto Security. У нас в гостях Toyota Land Cruiser 300. Я не буду рассказывать, как она ездит, какой у нее салон и так далее. Меня интересует только, как ее угоняют и как защищать ее от угона. Если вам это интересно, смотрите это видео, подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. Что ты знаешь об угоне? Это Аня. Она угнала машину Гордея, и уже через 2 дня ему придется искать свою тачку где-то под Донецком. К сожалению, Гордей не знал про студию защиты Auto Security и потерял свою машину навсегда. Не надейся на удачу, защити свою машину прямо сейчас. Давайте начнем с того, что же изменилось по сравнению с крузаком. В первую очередь бросается в глаза то, что аккумулятор у нас уже находится здесь. Раньше здесь находился электронный блок управления, был до него доступ, теперь нет. Электронный блок управления здесь уже как в Camry находится вот здесь вот. Соответственно, сейф на электронный блок управления на 200 не подойдет к этому автомобилю. Необходимо изготавливать новый сейф для этого автомобиля. По поводу сейфа у нас есть отдельное видео, где я рассказывал, нужен он или не нужен в вашем автомобиле. Кто не смотрел, ссылочка в описании. Посмотрите и определитесь, нужен ли электронный блок управления прятать в сейф, либо не нужно на вашем автомобиле. А мы продолжаем. Обратите внимание на эти фары. Фары у нас уже LED. И теперь они с коншиной. К ним можно подключиться и завести и открыть автомобиль через LED-фару. Пока это только теоретически. Сегодня вроде бы как у меня будет инструмент для аварийного открытия и запуска Prado. Мы попробуем его на 300-ке. Если получится, сниму отдельное видео. Ребят, смотрите, подключили колоночку. Машина в охране, но реакции на команды никаких нет. То есть на данный момент поменяли, ну что требовалось ожидать, машина совсем другая, даже по Starline подключение, подключение прошивки другая, поэтому колонка не открывает автомобиль, не заводит и не открывает. На данный момент. Здесь для того, чтобы подключиться, придется ломать бампер. То есть сразу ждите, что через подкрылок довольно-таки тяжело, будут оттягивать бампер. И если будут угонять ваш автомобиль, соответственно, будут отламывать бампер. В любом случае, этот автомобиль нужно защищать с помощью сигнализации, как обычно. Иммобилайзер под капотом. Вот установлены замочки капота. Обратите внимание, вот здесь вот замок капота. Вот так он заходит в капот. То есть вот эта часть вся сверху. И пилить придется угонщику всю эту часть. Пока случаев перепила мы не наблюдали. Вот такие вот шипы у нас для разрыва пневмоподушечки. 2 замка капота. То есть машина защищается в принципе стандартно, за исключением того, что необходимо защищать фару дополнительно. Можно, правда, не защищать, но тогда при подключении к фаре есть вероятность того, что угонщик собьет вам родные ключи. И, соответственно, вам придется ехать к дилеру для записи родных ключей. Автомобиль также оборудован системой Keyless. Вот мы видим. То есть ретранслятором его можно будет открыть. Ребят, проверка ретранслятора. Это не тойотовский ретранслятор, это мультибрендовый ретранслятор. И мультибрендовый ретранслятор Toyota открывает. В принципе, это ожидаемо. Но завести он ее не может, потому что стоит кнопка старт-стоп с отпечатком пальца. Никаких изменений по сравнению с 200-м здесь нету. Автомобиль будет также открываться ретранслятором. Но, как мы видим, появилась кнопка старт-стоп с отпечатком пальца. То есть, если я его попробую завести своим отпечатком пальца, у меня включается зажигание, но стартер не крутит. Мы видим, да? То есть, хотя ключ вот он лежит. Если это делаю ключом, машина тут же заводится. Еще раз. Вот я беру, включаю зажигание, но завести я ее не могу. Видите, да? Если это делать родным ключом, машина заводится.
Таким образом, автомобиль нельзя на данный момент угнать с помощью ретранслятора. Мы пытались напрямую подать здесь, включить зажигание, подать под капотом стартер. Стартер крутит, но автомобиль не заводится. То есть Toyota убрала возможность запуска данного автомобиля с помощью ретранслятора. Угнать ретранслятором на данный момент это невозможно. Ну а мы продолжаем. Салон этого автомобиля. Тут пластик, магнитола. В принципе, довольно-таки дорогой салон. И все-таки, видите, какие сидушки. Все-таки, как всегда, мы рекомендуем устанавливать в этот автомобиль штыри, блокирующие двери. Но хозяин данного автомобиля посчитал их ненужным, поэтому мы не устанавливали. Ну а сейчас мы поговорим, как мы защищаем этот автомобиль от угона с помощью сигнализации Starline K97. Итак, как всегда, у нас ключик и меточка. Автомобиль ставим в охрану. В принципе, нет никаких изменений с прадика. Вот мы разобрали метку. У нас перестает работать штатный радиоканал. Машина закрывается. Меточку собираем. Собрали меточку. Нажимаем открыть. Машина тут же открывается. Но замки капота остаются закрытыми. Включаем зажигание. Если ключа нету, зажигание не включается вообще. Берем ключик. То есть с помощью ретранслятора зажигание в машине включить можно. Слышим звуковые сигналы. Вводим свой персональный код. Капот открылся, и можно открывать капот. Все по-прежнему осталось очень легко. Также у нас реализована функция автозапуска. Сейчас я вам ее покажу. Не у нас, а Starline. А мы ее только подключили. Выключаем зажигание. Итак, для того, чтобы сделать автозапуск, достаточно закрыть автомобиль, поставить его в охрану. Как же неудобно делать это на машине одной рукой. Мы поставили автомобиль в охрану. Убираем ключик, разбираем меточку. И для того, чтобы сделать автозапуск, отправляем на номер телефона смс-очку 21. Ждем. Машина получила смс-очку и завелась. При этом все осталось закрытым. Открыть не получится. Родным ключом тоже вы не откроете. Не открывается. Если вернется хозяин с меточкой, машина заглохнет. И можно будет открыть автомобиль. Даже с метки. Открывается автомобиль. Можно садиться и ехать в автомобиле. Итак, я вам рассказал о защите крузака 300. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Может быть, мы что-то пропустили, что-то упустили. С удовольствием ответим на ваши вопросы. А с вами был Юрий, студия Auto Security. Всем пока!